Сегодня я расскажу, как простейшие инструменты могут привести к кардинальному улучшению финансового состояния и в общем к улучшению качества жизни. Вы узнаете, какие простые шаги помогут ускорить ваш рост и добиться результатов, о которых вы раньше только мечтали. И нет, для этого вам не надо сидеть в позах, медитировать, визуализировать и тому подобное. Все намного проще. Ну что ж, начну с того, что после того, как в моей жизни произошли значительные изменения к лучшему, я начала тщательно анализировать все предшествующие действия и события. В процессе я выявила определенные закономерности и последовательности, которые потом для личного эксперимента я начала рекомендовать своим друзьям и клиентам. Результаты превзошли все мои ожидания. Я была в хорошем шоке. У многих стали улучшаться различные аспекты жизни в относительно короткие сроки. Исследуя данный феномен, изучив много материалов, научных исследований и в общем анализируя общество, я пришла к выводу, что умение правильно справляться со стрессом – это ключевой навык богатых и успешных людей. Именно знание фишек, как быстро, просто и правильно избавляться от стресса, поможет вам расти во всех сферах жизни довольно быстро. 90% людей сейчас находятся в состоянии хронического стресса. Большинство из этих людей даже не осознают, что они в стрессе. Это уже стало настолько фоновым состоянием, некой привычкой, что воспринимается как норма. Стресс – это не просто временное состояние, а процесс, который глубоко истощает физическое и психологическое здоровье, отбирая жизненные ресурсы и энергию. Вместо того, чтобы направлять силы на личностный рост, творчество, достижение целей, человек вынужден тратить их на борьбу со стрессом, адаптацию к нему и восстановление после эмоциональных и физических перегрузок. Чем больше стресса в жизни, тем меньше остается энергии на развитие и укрепление своей позиции в мире, будь то финансы, карьера или внутренний баланс. Способность управлять ресурсами как внутренними – это у нас сила, мотивация, ясность мышления, так и внешними – это у нас время, деньги, возможности – у нас снижается. В результате человек оказывается в замкнутом круге. Стресс поглощает ресурсы, а их нехватка создает еще большее напряжение. Поэтому умение правильно, быстро и эффективно выходить из стресса – это не просто способ почувствовать себя лучше, а настоящий ключ к улучшению качества жизни и повышению личной эффективности, что, конечно же, способствует финансовому, личностному росту. Вы должны научиться избавляться от стресса и направлять свои ресурсы, свою силу и энергию на ваши цели и улучшение вас и вашей жизни. Итак, давайте же разберемся во всех механизмах стресса. Вот у вас стресс. Под стрессом я имею в виду также переживания, тревоги, навязчивые мысли и, в общем, неровное такое состояние. Это все у нас именно стресс в большей или меньшей степени, потому что все эти процессы вызывают у нас всплески кортизола и адреналина в большей или меньшей степени. Наш мозг переходит в режим стресса, когда видит потенциальную опасность нашей жизни. Стресс – это состояние психологического и физического напряжения в ответ на внешнее воздействие. Но здесь наш мозг играет с нами злую шутку. Как? А так, что на данный момент редко, когда у человека возникает стресс из-за реальной прямой угрозы его жизни. Но за вами часто кто-то гонится, чтобы убить? Нет. Поэтому внешнее физическое воздействие, скорее всего, редкость. Как мы видим мы такую картину, что все равно люди массово перебывают в хроническом стрессе. Здесь мы приходим к выводу, что стресс в основном происходит лишь в нашей голове. Проще сказать, мы сами себя накручиваем. Или кто-то нас накручивает. Из внешней среды нам поступают какие-то триггеры, которые активируют в нашем сознании нейронные цепочки, которые итожат нам смерть. Нам попадает какая-то информация. Например, мы посмотрели новости, и она может вызвать у нас переживания, навязчивые мысли. А вдруг? А как? А что будет? А что со мной будет? А как жить? Потом эта вся прелесть перерастает в тревогу. И если мы не решим эту проблему, не найдем ответ,
в своем сознании не найдем мы аргументов, чтобы себя успокоить, чтобы себя уверить, что мы в безопасности, ничего нам не грозит, расставить все точки над «и», так сказать, например, все будет хорошо, я там в биткоин инвестировал, он растет, вроде все будет расти, с голоду не помру, проживу. Но если не нашлось таких аргументов, чтобы прекратить тревогу, мы переходим в состояние стресса. То есть мы легли с этими нерешенными, неаргументированными вопросами, что вызвали у нас тревогу. Тревога – это, кстати, нерешенные вопросы. Это неизвестность и, конечно же, для нашего мозга это потенциальная угроза жизни. Мы легли с этим спать, и ночью наше сознание всю накопленную в день информацию, опыт, так сказать, перекидывает на уровень подсознания. Потом еще один такой стресс, и еще. Все, у нас на уровне подсознания куча угроз, проблем, нерешенных вопросов. У нас постоянный фоновый стресс, потому что фоново у нас крутятся тревоги, переживания. И все сводится к тому, что подсознание дает телу сигнал, что мы в большой Ж. У нас куча угроз, надо убегать. И у нас начинается уже хронический стресс. У нас перегружается нервная система. И теперь почему так много раково-больных? Почему все люди жрут это сладкое? Почему люди пьют, курят? Люди годами живут в хроническом стрессе, а потом хоп, и у вас рак. Или алкоголизм. Потому что человек жил в фоновом стрессе. Подсознание давало сигнал телу, что надо бежать. Опасность. Были частые выбросы кортизола, что провоцировало увеличение количества свободных радикалов. Организм вступает в борьбу с ними, со свободными радикалами, запускает иммунитет, для чего, конечно же, у нас тратится огромное количество энергетических запасов. Вспомните, когда вы болеете или когда только переболели, вы такие слабенькие, еще сил немного. Правильно, потому что вся энергия пошла на борьбу с вирусом. И так организм ежедневно, длинное количество времени борется. И ресурсов у него становится все меньше и меньше. Знаете, рак называют болезнью плохого настроения. Почему у человека плохое настроение? По якобы непонятным причинам. Физика. Ничего ниоткуда не появляется и ничего никуда не исчезает. Все перетекает с одной формы в другую. Плохое настроение – это следствие внутреннего конфликта. Та информация, которая находится у вас на уровне подсознания, те нерешенные вопросы, тревоги, задачи, переживания вдруг дают о себе знать, и запустилась реакция. А человек не поймет, почему у него плохое настроение. Как это происходит, долго все рассказывать, не суть. Или сделаю отдельный ролик. И если вы очень часто пребываете в плохом настроении, это сигнал, что накопилось много нерешенных вопросов, которые создают вам подсознательный стресс. Эти всплески кортизола и адреналина, которые провоцируются стрессом, приводят ваш организм в особый режим. Он в народе называется «бей или беги». И 85% людей это именно беги. Скажем так, наш мозг дает нашему организму сигнал, что опасность. Нужно убежать от нее, нужны силы или же надо бороться, и нам тоже нужны на это силы. Наш мозг посылает сигнал в надпочечники о том, что нужно активировать скрытые резервы организма, высвободить энергию, чтобы убежать, ну или драться. Организм начинает работать в перенапряженном состоянии. Это как если бы электрический провод, рассчитанный на 220 вольт, чтобы проводить, вдруг начал пропускать 500. Он не просто перегреется, он сгорит. То же самое происходит с организмом, когда стресс заставляет его работать на пределе своих возможностей и довольно долго. Так человек через определенное количество времени, у кого-то это больше, у кого-то меньше, все мы разные, и все, просто человек выжатый лимон, энергии нет, силы нет, апатия, проблемы со здоровьем. И как в таком состоянии нам развиваться? Как работать, как зарабатывать, учиться, вообще как нам наслаждаться жизнью? Да никак. Также вспомните, вы просто понервничали и все, пропали силы. Как так? Почему? Когда мы нервничаем, переживаем, тревожимся, в нас высвобождаются свободные радикалы, раковые клетки, токсины. В организме идет сигнал, что опасность нужно убрать. И организм включает иммунитет, вступает в бой со свободными радикалами и токсинами.
На это, конечно же, нам нужна энергия. Да, именно та энергия, которую мы могли потратить на свою жизнь, на достижение целей, идет на борьбу со свободными радикалами и токсинами, потому что мы нервничаем. Организм борется, а вы остаетесь без сил, без энергии, без вдохновения и настроения. И чем чаще вы так нервничаете, тем больше у вас просадок по жизни. Но для того, чтобы перестать вовсе нервничать, испытывать стресс, переживать, тревожиться, это ведь реакция на внешние факторы. Это уже глубинная комплексная работа. Это надо работать с подсознанием, установками, восприятием мира. Но вы не сможете ничего объективно проработать, потому что у вас стресс сейчас. Я же сейчас дам простые и реально действующие советы, благодаря которым вы сможете обновлять силы, расслабляться и восстанавливаться сразу же. То есть, как только вы вошли в тревожное, стрессовое состояние, вы все это сделали, и тело переведено уже в другой режим. Вы уже воспринимаете мир по-другому и, конечно же, принимаете другие здравые решения. Главное – это научиться расслаблять свое тело. Да, управляющий орган у нас мозг, но через тело мы можем дать ему сигнал, что поможет нашему мозгу переоценить ситуацию и перевести нас уже в другой режим, в режим спокойствия, безопасности и расслабления. Вспомните фильм или посмотрите «Области тьмы». Там якобы таблетка так влияла на мозг, на психику героя, что у него все начинало раскладываться по полочкам. Из хаоса в голове и жизни он перешел к порядку, системности, эффективности. А что потом? Это ему дало успех, новые идеи, выход на абсолютно другой уровень жизни, деньги, отношения, шикарный внешний вид. И знаете, что я вам скажу? Так может каждый из нас. Просто нужно заниматься своим уровнем энергии и знать все тонкости и фишки, которые помогут нашему организму быть в тонусе и обеспечивать нам высокий уровень силы и жизненного ресурса. Мы должны научиться работать со своим организмом, чтобы тот, очень важно, давал нам нужное количество энергии для того, чтобы мы стали лучше и двигались вперед. И здесь даже не нужно эзотерики или магии. Здесь нужны глубокие знания работы нашего тела, нашего организма и нашей психики. Об этом и не только я буду рассказывать на своем канале. Подписывайтесь, чтобы узнать простые и в то же время очень действенные знания для улучшения себя и своей жизни. Стресс, как мы уже выяснили, у нас в голове. Мы нервничаем, переживаем, и мозг вводит наше тело в состояние тревоги. Нам же нужно перевести внимание в тело, расслабить его, включиться в момент здесь и сейчас и понять, что нам не нужно убегать от чего-то. Нам не надо ни с чем бороться. Все хорошо. И так мы сможем конструктивно и эффективно сразу же справиться с возникшими проблемами, которые и спровоцировали у нас стресс. А может, этих проблем вообще не было. Мозг любит придумывать иллюзию. Итак, первый и самый простой метод расслабления – это у нас ванна с магниевой солью. Да, именно, это очень недооцененная штука, и я сейчас объясню вам почему. Во-первых, у нас происходит стимуляция нервной системы во время данного процесса. Вот здесь и начинается та самая магия. Теплая вода с солью воздействует на нервные окончания, посылая сигнал в мозг: все в порядке, можно расслабиться. Ваш мозг снижает уровень тревожности, а вырабатываемый серотонин дарит ощущение легкости и удовлетворения. Есть, кстати, научное обоснование влияния соли на психику. Наука утверждает эффект снятия стресса через гормональную регуляцию. Это один из самых важных моментов магния и соли. Почему? У большинства людей наблюдается дефицит магния из-за стресса. Кофе, неправильное питание. А магний напрямую влияет на работу нервной системы, помогая организму переключаться из состояния напряжения симпатической нервной системы в состояние расслабления парасимпатической нервной системы. Также происходит взаимодействие с кожей и мозгом. Когда вы находитесь в воде, богатой минералами, рецепторы кожи посылают в мозг сигнал, что ваше тело находится в безопасности, расслабляющей среде.
Этот эффект можно сравнить с медитацией. Ваш разум буквально перезагружается. Также происходит расслабление мышц и сосудов. Теплая вода расширяет кровеносные сосуды, улучшая кровоток, а соли усиливают эффект. Они ускоряют выведение продуктов метаболизма, то есть токсины, из тканей. Вы замечали, как после ванн тело кажется облегченным? Это потому, что мышечное напряжение исчезает, а лимфатическая система начинает работать активнее. Следующий способ снятия стресса и поддержания нервной системы – это баня. Настоящий поход в баню без алкоголя, кучи еды, а именно пойти попариться. Современные исследования подтверждают, что баня оказывает комплексное воздействие на организм, способствуя не только физическому восстановлению, но и улучшению психоэмоционального состояния. Физиологические процессы, запускаемые в условиях высокой температуры и последующего охлаждения, играют ключевую роль в регуляции метаболизма, нервной системы и гормонального фона, а также они влияют на работу головного мозга и восприятие внешней среды. Одним из важнейших эффектов банных процедур является снижение мышечного напряжения и улучшение кровообращения. При воздействии высокой температуры от 70 до 100 градусов происходит расширение сосудов, что ведет к усиленному кровотоку и повышенному насыщению тканей кислородом. Головной мозг, получая большое количество кислорода, больше, чем всегда, интерпретирует этот процесс как сигнал безопасности, что способствует активации парасимпатической нервной системы и вызывает чувство расслабления и комфорта. Это также снижает уровень тревожности и улучшает способность концентрации. Также в бане мы делаем контраст температур, переход от горячего пара к холодной воде. Это у нас стимулирует симпатическую и парасимпатическую нервные системы, повышая адаптивные способности организма. Такие препады активируют терморегуляторные системные механизмы, способствуют улучшению работы сердечно-сосудистой системы и стимулируют лимфодренаж, ускоряя процесс детоксикации. Мозг же, в свою очередь, реагирует на эти изменения выбросом нейромедиаторов, таких как дофамин и серотонин, что вызывает ощущение бодрости, улучшает настроение и повышает общий уровень энергии. С точки зрения нейробиологии, банные процедуры оказывают мощное воздействие на центральную нервную систему. Исследования показывают, что тепло стимулирует выработку эндорфинов, нейропептидов, отвечающих за чувство удовольствия и расслабления. Эти вещества взаимодействуют с рецепторами головного мозга, создавая ощущение благополучия и снижения восприятия боли. Кроме того, баня способствует увеличению уровня серотонина, который регулирует настроение и способствует снижению тревожности. Серотонин также играет важную роль в когнитивных функциях, таких как память и способность к принятию решений. Поэтому банные процедуры могут улучшать умственную работоспособность. Вы можете вообще по-другому переоценить моменты из своей жизни. Одним из самых важных эффектов является снижение уровня кортизола, основного гормона стресса, который вырабатывается в надпочечниках. Хронический повышенный уровень кортизола связан с состоянием хронического стресса, повышенной утомляемостью и ослаблением иммунной функции. Улучшенное снабжение головного мозга кислородом также способствует повышению когнитивной гибкости, что делает человека более устойчивым к стрессу и способствует более ясному мышлению. Баня у нас также является пространством для психологического восстановления. Помимо физиологических эффектов, баня играет роль своеобразной медитативной практики. Осознанное дыхание в условиях повышенной температуры снижает частоту сердечных сокращений, расслабляет организм и помогает мозгу переключиться в состояние отдыха, снижая уровень тревожности и повышая осознание настоящего момента. И вот здесь у нас начинается магия. Мы начинаем переоценивать многие моменты своей жизни, более трезво и осознанно смотреть на жизнь. В такие минуты вы вообще можете посмотреть на свою жизнь и объективно решить то, что вам мешает и мешало годами.
Повышенное содержание кислорода в крови создает эффект ясности сознания. Это очень интересная штука. Мы как под айваской. Получается, что твое тело нагревается, и ты перестаешь его чувствовать. И все твое внимание находится в твоем сознании. У тебя меняется восприятие мира, и ты видишь все по-другому. Ты видишь все как есть, без пелены. Ты вроде приходишь в себя и становишься трезвым. В такие моменты можно осознать такие вещи, что жизнь больше прежней точно не будет. У меня, кстати, одна знакомая жаловалась, как она задолбалась на работе, устает, сил настроения у нее нет, с мужем из-за этого ссорится. Я ей говорю, сходи в баню сама, без никого, просто попарься. Она послушалась моего совета и звонит мне и говорит: ты знаешь, я даже телефон туда не брала, я смогла так расслабиться, отключиться, а потом я подумала обо всем. О последних 15 лет своей жизни. Что вообще это было, куда я бежала и вообще что я делала. Говорит, что реально такое расслабление, что она прям в медитации была и переоценила все моменты, в общем, свою стратегию по жизни. Говорит, и еще так пару раз схожу и стану другим человеком. Да, мне, честно говоря, было ошеломительно слышать, что человек 15 лет жил, просто куда-то бежа. А почему? Да потому что фоновый стресс. Кажется, надо бежать, а то не успеешь, и хана тебе будет. Надо куда-то идти, что-то делать срочно, ты весь в этом шуме, в социуме. Нету просто момента сесть, расслабиться, порелаксировать и подумать, кто я, что я и вообще чего я хочу, куда я иду. Итак, следующая таблетка – это спорт. Именно интенсивные тренировки дают хороший эффект. Спорт помогает снизить стресс благодаря тому, что в организме во время физической активности запускаются полезные биохимические процессы. Когда мы двигаемся, повышается выработка эндорфинов, гормонов счастья, которые улучшают настроение и создают чувство спокойствия. Также увеличивается уровень серотонина и дофамина, веществ, которые отвечают за радость и мотивацию. Тренировки помогают нам уменьшать уровень кортизола, основного нашего гормона стресса, который при избытке может вызывать усталость и тревожность. Кроме того, спорт улучшает кровоснабжение, что способствует лучшей работе нашего головного мозга и помогает ему быстрее восстанавливаться после напряжения. Регулярные занятия укрепляют тело и нервную систему, делая его более устойчивым к жизненным стрессам. Благодаря этому спорт не только расслабляет, но и помогает справляться с трудностями спокойнее и увереннее. Спорт – это хорошее заземление, потому что когда у тебя интенсивная тренировка, ты, кроме того, как тебе ее выполнить, сейчас не можешь думать ни о чем. Потом тренировка закончилась, и у тебя пошли эндорфины, ибо стресс закончен и стало хорошо. Мышцы работали, были в напряжении, и все, расслабление. Кайф. Ты вот после тренировки уже, кстати, другой человек, ты по-другому воспринимаешь мир, и стресса, кстати, уже нет. Но часто люди не знают, как правильно справляться со стрессом. И выпивают, курят, а также употребляют наркотики, едят, переедают, уходят в игры, играют без конца в эти игры, отвлекаются, убегают от этого мира, потому что не могут найти выход, не могут понять, что им делать, чтобы найти удовлетворение. Не знают, как расслабиться, снять этот стресс. Смотрят сериалы один за другим. Это все не восстановление силы и энергии, а просто слив ее, попытка перевести внимание, но тем самым мы портим себе жизнь, ибо просто убегаем, а не устраняем. Я вот со своей знакомой недавно обсуждала тот факт, что очень много людей, которые имеют хорошее финансовое положение, очень часто выпивают, курят и даже балуются наркотиками. Почему же так происходит? Потому что большие финансы – это риски, это неопределенность, то есть стресс. И люди находятся в напряжении, ворочая финансами. И для того, чтобы хоть как-то расслабиться, выпивают, курят, наркоманничают. Конечно, из-за такого образа жизни у них рушатся семьи, внешний вид, здоровье. Но в этом они нашли зато способ справляться со стрессом. И так делают не только богатые люди, конечно же, потому что это, во-первых, так выстроена у нас индустрия, это огромные миллиардные бизнесы, я про алкоголь и табак, которые хотят зарабатывать, поэтому маркетинг настроен так, чтобы из-за каждого угла показывали, что как прикольно пить и курить.
фильмах это показывается, то везде. Человек это все видит, и подсознание его программируется так, что алкоголь, сигареты – это некий кайф, расслабление. И это быстро купил, выпил и кайфушки, расслабон. Но в дальнейшем это, конечно же, негативные последствия. Организм в стрессе, свободные радикалы, а тут мы еще выпиваем. Организм окисляется, этих свободных радикалов становится еще больше. Вот тогда ванна с солью, баня и спорт могут реально изменить вашу жизнь. Так просто, но попробуйте так пожить хотя бы месяц. Результаты вас очень сильно удивят. Начинать с разбора подсознания, уход в психоанализ – это, конечно же, хорошо, но толко. А с помощью правильной настройки тела вы гораздо быстрее решите свои проблемы и добьетесь поставленных целей. Я не отрицаю психоанализ, просто сначала нужно решить вопросы тела. Все нужно начинать с тела. И не надо сидеть в позах по 2 часа, чтобы успокоиться, поменять восприятие, очистить разум. Нужно просто поработать с телом, перевести его в состояние релаксации. И теперь подумайте, такие обычные действия, как принятие ванны с солью, баня, спорт, которые вы ведете на постоянной основе, будут снижать вам уровень стресса каждый раз и поддерживать вашу нервную систему. Что это значит? Организму больше не нужно будет брать все ваши запасы энергии на борьбу с раковыми клетками и токсинами. Эта вся энергия теперь ваша. А высокий уровень энергии – это хорошее настроение, энтузиазм, вдохновение, силы, мотивация. А что это у нас значит? Человек начинает двигаться, потому что есть силы, он заряжен, он много чего хочет, двигаться к целям, к мечтам, и ему это нравится. Больше сил, лучше работает мозг. Вы начинаете генерировать новые идеи, которые могут совершенно перевернуть вашу жизнь. Вы представляете, как будет работать ваш мозг, если у вас будет много энергии? Ведь он затрачивает, кстати, на минуточку, 25% нашей энергии. А тут ее количество возросло. Вам, во-первых, захочется все изучать, потому что новые резервы, много энергии, мозг будет запрашивать информацию. И если у вас есть какое-то дело, в котором вы хотите развиться, вы можете всю эту новую энергию направить на него, на новые занятия, на идеи, и вы обязательно достигнете успеха. В общем, вы будете думать по-другому. Высокий уровень энергии сделает вас смелее, сильнее и эффективнее. На этом все. Помните, что абсолютно простые вещи могут сделать огромный вклад в ваше развитие, в ваше богатство, в ваше здоровье, в вашу жизнь. Главное – понимать механизм их работы. Обязательно подпишитесь и ставьте лайки. И ждите новое видео. Пока-пока. 3, 2, 1.